Собираем ингредиенты для нашего какао с маршмеллоу. На самом деле можно было бы начать с ингредиентов, но здесь дело вкуса, как вам удобнее. Мне было удобнее отстроить сначала основную композицию, чтобы потом на нее ориентировать цвета и тональность, чтобы уже все было собрано воедино. То есть центральная композиция у нас является таким камертоном по яркости, по насыщенности ко всему. Все остальное уже будет похоже на нее по насыщенности. У нас уже есть коричневые цвета, и можно использовать их для пакетика. В хаотичном порядке расставляю мазочки складок таких пока что полупрозрачных. Мы потом вернемся к этому пакету и добавим еще второй тон. Пока все коричневым цветом, вот тем цветом, которым мы рисовали блюдечко. Можно немножко варьировать, если получается тональность, но обязательно оставляйте где-то белые просветы, чтобы у вас пакет не стал слишком темным. Какие-то белые места и просветы тоже можно оставлять. Дальше добавляю небольшую тень под пакет синеватым оттенком, да, таким синим-серым, тем, которым мы рисовали все тени. И пока что у меня еще влажный пакет, там на переднем плане лежит как бы такая мисочка маленькая с какао. Пока что сам пакет еще немножко влажный, я на ней не буду рисовать какао, но около мисочки нарисую рассыпанное какао. И здесь смотрим на цвет какао, то есть нам нужен такой красно-коричневый, вкусный, насыщенный цвет, о котором мы говорили, когда рисовали какао. В заливку какао добавляю чуть больше воды, чем хотелось бы, для того, чтобы она была получалось такие плавные переходы, и она была такая текстурная. Можно даже сначала сделать как бы пятнышки коричневого, а потом как бы в промежутке между ними капнуть капельки воды, для того, чтобы вот получилась не равномерная заливка, а чуть-чуть она была такая с переходами текстурная. Мы еще вернемся к этому пакетику, чтобы дооформить его, и сейчас начнем рисовать сахарницу. Сахарница, я предполагаю, что у меня будет голубого цвета, поэтому я сначала делаю относительно ровную голубую заливку, а потом вытираю области света, которые более светлые будут. Мне так проще. Если хотите, можно рисовать по принципу чашки, но в маленьком размере так кажется сложнее, потому что краска быстрее растекается и заполняет места, и как будто бы вытирать цвет кажется проще. Более сероватым оттенком добавляю ложечку, и сами сахаринки заполняю таким охристым цветом. Можно его немножко загрязнить, если у вас охра очень яркая. Но его нужно тоже хорошо разбавить, потому что если будет сильно насыщенный цвет, тогда будет прям совсем желтый сахар. И это только вот теневые части сахара, только их заполняю такими как бы треугольничками, формочками. Похоже на то, как мы работали с маршмеллоу, только здесь у нас такие прямоугольные формы уже, не овальные, а прямоугольные. Добавляю несколько сахаринок рядышком, и снизу добавляю сиреневатую, серо-синюю тень, как у нас везде. Желательно для всех теней выдерживать один и тот же оттенок, чтобы не было такого, что там одна более синяя, другая совсем серая или какая-нибудь совсем розовая получается. Примерно старайтесь к одному единому знаменателю приводить. У меня здесь был момент в кувшине, когда тень получилась более голубоватой, но я потом это немножко исправляла. Лучше, конечно, стараться все это вместе делать. Можно, как вариант, все тени всем вот этим ингредиентам дорисовать потом. Тогда вы точно не ошибетесь. Дальше у нас идет кувшинчик. В кувшинчике такой момент, что у нас есть прозрачная часть кувшина и есть часть, которая заполнена молоком. И как будто бы обе эти части белые. То есть, так как кувшин прозрачный, там фон как будто бы белый, и обе эти части белые. Но нам нужно разделить часть, которая пустая, и часть, которая заполнена молоком. Для этого верхнюю часть мы будем делать более холодной. Я обвожу контуром
верхнюю часть таким серо-синим вот тем цветом, которым мы рисовали тени. Потом беру еще более голубоватый оттенок, более чистый, добавляю несколько мазков в центре и потом водичкой уже разравниваю это, при этом кое-где оставляя блики в каких-то местах. Нижнюю часть делаем более теплой. Можно немножко охры добавить в эту смесь. То есть здесь у нас уже такой сероватый оттенок, но к нему можно подмешать чуть-чуть охры. Вот к тому цвету, которым мы рисовали кувшин, тогда у вас точно будет более теплый цвет. И пусть он даже немножко в зеленцо уходит, ничего страшного, потому что нормально, там не будет прям такой зелени, потому что, ну, как бы изначально не чисто синий цвет. Добавляю верхнюю окружность по задней стороне, и потом правая сторона у нас в тени, по правой стороне добавляю несколько полос, и также потом размываю водичкой их, выравнивая цвет, делая переходы более плавными. При этом здесь тоже можно пропускать какие-то просветы, блики по левой стороне, чтобы показать объем, чтобы это была, ну, как бы такая объемная история. Можно следить вот за этими полосами, то есть как бы представить, что по кувшину идут какие-то полосочки выпуклые, и немножко их пропускать. Я немножко голубенького все-таки вниз добавляю, именно в нижнюю часть. Добавляю тень под кувшин, и теперь мне для того, чтобы немножко детализировать то, что у меня есть, мне в этой работе не хочется пользоваться линером, хочется, чтобы она была вся выдержана акварелью, поэтому я просто тоненькими линиями краски уточняю силуэт, где не хватает объема, где не хватает какого-то отделения, более детальной прорисовки, добавляю второй слой. На пакет мы его в первый раз сделали весь как бы коричневым цветом. Можно где-то усилить тени таким полупрозрачным ультрамарином, чтобы там появилось немножко холодного в пакете, чтобы он тоже был чуть более живописный. То есть вот эта тепло-холодность, присутствие теплых и холодных оттенков, она всегда придает больше живописности. Добавляю цвет мисочки, тоже делаю его таким холодным серо-синим. И также по мере подсыхания возвращаюсь к сахарнице, к кувшину, добавляю в них тоже маленьких деталей, каких-то оттенков, каких-то штрихов, чтобы немножко больше оформить детальность. И теперь у нас осталось самое вкусное, это наши маршмеллоуки и тертый шоколад для украшения. Я начну маршмеллоу с чашечки, в которой они лежат. Это тот же карминовый розовый цвет, можно немножко ультрамарина туда подмешать, чтобы он чуть-чуть ушел в сирень. Так же, как и сахарницу, заполняю практически все сначала, а потом оставшиеся более светлыми части просто выбираю оттуда цвет полусухой кистью. Пока чашечка подсыхает, чтобы маршмеллоуки никуда не утекли, рисую шоколад, намешиваю опять вкусный шоколадный оттенок, к сиене жженой подмешиваю ультрамарин и немного красного для того, чтобы получился вкусный цвет, и такими точечками заполняю пространство, где у меня будет тертый шоколад, а потом между этими точечками добавляю немножко водички для того, чтобы заливка получилась такая чуть-чуть
кучерявая, скажем так. А пока что мне хочется там еще нарисовать дольку шоколада, но тоже хочется подождать, пока все подсохнет, поэтому я пока есть время, добавляю тень под тарелочку, а потом уже вернусь к шоколадке, когда все подсохнет. И пока возвращаюсь к маршмеллоукам, мы уже с вами их рисовали. Здесь я беру чуть-чуть ультрамарина, чуть-чуть розового и чуть-чуть более теплого розового, да, даже можно оранжевого. Заполняю таким образом какие-то части. Предполагаю, где у меня с одной стороны свет, пусть там условно те места, где мне кажется, что будут собственные тени, они будут розоватыми, те места, где будут более густые, падающие там тени, они будут голубоватыми. Какие-то места, где рефлекс, они могут быть более теплыми. То есть, например, где-то во внутренней части, если свет падает сверху, он немножко отражается от маршмеллоу, и внутри могут быть какие-то теплые просветы, такие оранжеватые. Важно не запачкать маршелловки, поэтому лучше в какие-то моменты останавливаться. Мы можем к ним потом еще вернуться. Я добавляю падающую тень под них и пока что возвращаюсь к шоколаду. Я хочу нарисовать шоколадную дольку. Это у нас такой параллелепипед, который разделен на части. Его боковая сторона, да, та, которая к нам развернута, она будет более темная, та сторона, которая смотрит наверх, она будет более светлая, поэтому боковая сторона будет состоять из таких нескольких темных секций, а верхняя сторона более такой вкусный, там должен быть более оранжеватый цвет, более светлый. Чуть-чуть еще добавляю темных вкраплений в саму кучку шоколада, чтобы она была более такой хаотичной. И, в общем-то, на этом рисунок почти закончен. Мне хочется немножко добавить подписей. Я буду делать их на английском. Вы можете их делать или не делать, сделать какие-то для себя пометки здесь. Это смотрится довольно приятно и интересно. Я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения в празднике. Желаю, чтобы у вас обязательно нашлось время порисовать, и вы получили удовольствие от этого процесса и от вообще любых вещей, которыми вы занимаетесь. Всего вам хорошего, до встречи на следующих уроках, в следующих видео. Пока-пока.